Трезвый взгляд известного российского журналиста Александра Невзорова на политику Кремля. Самое отвратительное в работе президента – это необходимость, помимо всего прочего, постоянно развлекать 100 с лишним миллионов идиотов. Привет, Москва! Вас не слышно! Привет, Москва! Здравствуй, Москва! Здравствуйте, друзья! Дело в том, что без увеселений, режиссируемых властью, население активно изобретает собственные забавы. Погромы, стачки, массовые грабежи и митинги. Ногами били вот машины конкретно. Вы не просили объяснить, за что? Да что вы, побыстрее уехал и все. Из эпицентра, так сказать. Население склонно потешаться межнациональной или иной резнёй, а также созданием банд, подполий и сект. Ученики бандеровцев, лизавшие этой зимой сапоги бандеровских русофобов, тренировались в Киеве для того, чтобы преуспеть в Москве. Я еще раз вас предупреждаю. Речь идет не об отдельных выродках. Этих выродков предостаточно. Их куцый мозг мутит кровавое вино киевской преступной победы. Нельзя сказать, что публика в РФ плоха или очень капризна. Нет, она ничем не хуже публики, к примеру, древнеримских цирков. Ей нравится наблюдать игрища с оружием, особенно когда капли гладиаторской крови долетают до трибун. В России война, и мы это здесь чувствуем. Пусть территория называется где-то Украина, Россия, русские, украинцы. Это война пришла в наш общий дом. Публика рукоплещет за боем различных политических слонов на арене. И она умеет честно обожать тех императоров, которые не скупятся на представления. Иными словами, публика как публика. Крымский вопрос ее немножко испортил. Именно мы, крымчане, за эти 2 недели перевернули весь мир вверх ногами и сказали, что именно мы вернемся домой, в Россию. Благодаря поддержке России, российского народа, ее президента. И эту нашу победу никто не заберет. Мы с вами идем в Россию. Ура! Поздравляю вас всех! Спасибо, Россия! Спасибо, Москва! Спасибо, друзья! Но на этот раз мы вместе навсегда. Мы вместе навсегда! Спасибо, Мы Москва! вместе навсегда! Мы вместе навсегда! Эти обстоятельства, конечно, обрекают первое лицо государства еще и на роль массовика-затейника. Но выбор общенациональных шоу-программ сегодня, увы, невелик. Космос проигран, попы надоели, а слоны перебиты. Повисли на шарфиках или удрали в Швейцарию. Причиной смерти Бориса Березовского стало удушение. К таким выводам пришли британские следователи, получив результаты вскрытия тела. В такой ситуации остается лишь заново прокрутить архаичное шоу, именуемое «Великая Россия». Оказалось, что этот старый проект прекрасно работает. Все увлечены, все веселы, все при деле. Публика в восторге, машет флажками и лентами разной степени полосатости. Она еще путает «Крым наш» и «Отче наш», но ее счастье это не омрачает. Рогозин строит на Луне секретные заводы. Черносотенцы в секретном сарае Изборска пытаются завести главный символ православия
Они веруют, что он оживет, затарахтит и поползет наматывать кишки бездуховной планеты на священные гусеницы. А они сами смиренно последуют за ним и прикладами зачистят греховное пространство Запада под русский мир, вбив в головы случайно уцелевших перлы о слезинке ребенка и добром народе-богоносце. Чтобы обеспечить пафосность этого мессианского шествия, черносотенцы подсуетились и возродили имперский флаг. Примечательно, что вместо орла на нем будут размещены перечеркнутые кружевные трусы, что, конечно, будет лучшим символом страны, победившей духовности. Черносотенцы, на удивление, наивны. Все элементы шоу принимают за чистую монету. Они свято верят в то, что у них миссия, что Кремль доверил им реконструкцию национальной идеи. Кремль ухмыляется и гладит их грантами по юродивым макушкам. Иными словами, все получилось наилучшим образом. Любопытно, что строительство имперской декорации обошлось Кремлю дешевле, чем асфальтизация дорог в регионе средних размеров. Но мы-то знаем, что асфальтом капризную российскую публику развлечь вообще невозможно. А вот аттракционы «Великая Россия», «Крым наш» и «Рогозин на Луне» имеют колоссальный успех. Единственная проблема, о которой не подозревал Кремль, шоу такого рода быстро выходят из-под контроля. Его рядовые участники в патриотическом запале теряют ориентацию и вносят в сценарий отсебятину, вроде подбития Боингов, избыточных пыток в подвалах Луганска или прямо начинают показывать татуированные кулаки режиссеру-постановщику. Если Путин еще так вот просидит в кустах в то время, когда люди, Стрелков, там, Бородай и я, мы находимся уже вот в оторванном территории, если он еще там подумает о санкциях, то на самом деле ситуация обвалится в России. То есть, по сути дела, можно сказать, власть нас предала. Власть предала народ. Это впервые в русской истории, да что вы там, аж вспомним Горбачева, вспомним Ельцина. Градус ситуации неприятно меняется. То, что замышлялось как невинная реконструкция терроризма, быстро преображается в терроризм реальный. Шоу срывается с поводка. Это не только омрачает происходящее, но и начинает с неприятной настойчивостью указывать Кремлю дорогу туда, куда он, в общем-то, не собирался, то есть попросту военно-апокалиптический анус, размеры которого и всасывающая мощь вполне сопоставимы с OJ-287 или иными черными дырами Вселенной. Из всех возможных маневров в этой ситуации остается лишь один. Блистательно красивый, внезапный для всех, чисто наполеоновский вираж, способный усадить в лужу и Восток, и Запад, примирить Россию и Украину и заткнуть чертову дыру. Имеется в виду введение войск РФ на территорию Украины, но исключительно для искреннего и братского объединения с украинскими силами АТО и лишь для совместного удавления войны в лице тех, кто ее олицетворяет и разжигает, не обращая внимания на такие мелочи, как мечты, идеи, лозунги, взгляды, вера и даже личное обаяние. Уже слишком близка, пованивающая общей смертью, черная дыра. Уже не до таких пустяков, как книжные грезы усатых реконструкторов. Романтиков-террористов, конечно, жаль, но утрату жизни им можно будет компенсировать установкой бюста на родине героя. Со временем, лет этак через 50, когда очередное шоу потребует пополнения национального пантеона.